Здрасте, сегодня у нас 18 января. Давно я не был в прямой трансляции, решил для Инстаграм выйти с прямой трансляции. Сегодняшняя прямая трансляция, она по идее посвящена нашему семинару, который я собираюсь провести 22 января, который будет посвящен порчам и современному подходу к этому. И чего вы не услышите, это того, что есть в интернете. В общем-то, я буду рассказывать такие методы, которые, очень ярко и четко работают с человеком. Как они появились? Очень много было таких моментов в жизни моей, когда обращались люди. И такой вот был у меня такой сложный путь. Я тоже в свое время пытался и хотел попробовать заниматься целительством. Знаете, мне очень хотелось, потому что силу такое в себе чувствовал. Как это проявилось? У меня когда-то был друг, который вместе со мной учился в училище, когда-то учился у него, в общежитии болел зуб. И после этого на первом курсе я говорю: давай я положу тебе руку на щеку и пройдет. Он говорит: давай, я верю тебе. Я ему положил руку на щеку, и после этого где-то минут через 5 он говорит: вообще не болит. После этого я говорю: давай еще раз попробую. Еще раз положил ему, у него после этого перестало болеть. Так вот, он где-то через 2 года попал в больницу, и ему удаляли несколько зубов. И ему врач говорит: но у тебя здесь зубы разрушены, и у тебя и в одном и втором зубе абсцесс. И это сложно, ты что же не мог раньше прийти, неужели у тебя не болело? Чем ты лечился там, солью полоскал? Он говорит: нет, у меня на первом курсе был друг, он приложил руку, у меня после этого перестали болеть зубы. И после этого у меня было показательное такое выступление, потому что это было медучилище, где меня поставили прямо перед всеми и сказали, что медицинский работник, он должен быть работником, который лечит другими средствами. И медицинскому работнику лечить руками нельзя. На что я тогда ничего не понял, потому что был еще ребенком. Сам факт остается фактом. Сама идея изучить эту тему, она оказалась для меня очень интересной. И особенно, когда это было связано уже со своими болезнями, когда появились свои болезни, когда болезни начали атаковать и одолевать. Наверное, кто не знает мою историю, у меня там за спиной были онкологические заболевания. Я их не вылечил при помощи эзотерики, мне помогла традиционная медицина. Слава богу, само заболевание не было тяжелым, поэтому мне удалось легким таким испугом отмазаться от этого всего. Но дело не в этом. Одним из своих качеств, наверное, я считаю возможность видеть немножечко дальше, чем видит обычный человек. Видеть человеческую ауру, если нужно, просматривать какие-то проявления, которые вокруг человека находятся. И это такое необычное явление, которое невозможно никак в жизни применять. То есть у человека обычно он не обращает на это внимания, считает это галлюцинациями или выдумкой и считает, что на это обращать внимание не нужно. Я же в свое время попытался наоборот на этом сконцентрироваться молча и завести для себя как для ідеї такої. Давайте отвечу. Я учень вашої школи, колишній військовий. Підскажіть, будь ласка, чим мені займатися в житті? Я сейчас не об этом. Я же не сказал, что ответы на вопросы будут. Я сказал, что сейчас будет моя трансляция посвящена презентации моего семинара, который я проведу 22 января, который называется «Порчи. Современный подход». Так вот, вернемся все же к теме. И начал просматривать. И вот когда у меня появилась возможность лечить кого-либо, то это выглядело так. Допустим, один из пациентов моих был такой. Пришла Вера, я прошел какие-то курсы. Я помню, тогда много было. Я проходил Сюй Минтана, читал Монтекчиа, пробовал использовать Цина и Цзан, который у Монтекчиа там вычитал. Ходил на курсы там Пучко, биолокации.
проходил курсы там всевозможные, которые только можно, и пробовал это применять. Как это все выглядело? Допустим, человек ко мне приходил, и его я представлял на белом фоне и четко мог определить, где у него находится больной орган. То есть я видел там верхний пучок сердца, все сердце там светится розовеньким, а верхний пучок таким темно-синеньким. Я знал, если очень синенькое, то это или черненькое, то помочь не смогу. И вот я начинал пробовать. И начинал пробовать использовать данные методы. При этом там, использовал методы, там, нагревая руки, используя ощущения и так далее. В чем был минус? Дело в том, что человек говорил, да, мне легче, да, я все чувствую, но он приходил вновь, и я видел, что изменения не происходят. То есть я наблюдал за тем, что изменений нет. И это было для меня сильнейшим разочарованием, потому что мне хотелось сделать так, чтобы при помощи каких-либо пасов, при помощи каких-либо методов можно было бы помочь человеку и сделать так, чтобы это, то, что я вижу, могло измениться. Дальше я делал так, я представлял, будто это изменение происходит, как бы мысленно окрашивал темненькое в розовенькое, ставил руки там и кучей всего или чем занимался. Нет, так не работало. И, к сожалению, это как раз одна из тех проблем людей, которые занимаются целительством, понимая, что они видят внутренние органы или видят первопричины болезней, в том, что они используют методы, которые советуют какие-либо люди. Эти методы, к сожалению, не подтверждают свою эффективность, и часто это связано с тем, что, как бы я не против людей, пусть люди занимаются чем хотят, но очень много это просто придуманные идеи для того, чтобы вероятнее всего там заблуждение человека. И во многом вот такие методы, очень много таких методов, которые, не помогают, во всяком случае не помогают резко и сразу, или не помогают убрать само заболевание, или там и много чего не помогают. И вот одним из таких нюансов, как бы с заболеваниями стало понятно. Медленно, работая с людьми, я начал понимать, как работать с опорно-двигательной системой, с костной системой, с мышечными тканями, как заболевания там, кишечника выглядят, какие заболевания могут быть связаны с внешними признаками, с сердцем, как вообще это все устроено, что там идет от эгоизма, что идет от каких-то отравлений, там куча всего. И это начал для себя записывать, записал прямо целые вот такие стопки листов, и даже покажу, как это выглядит. Вот такие стопки листов, видите, это в разное время, у меня таких папок много. Здесь конкретно это папки, связанные вот как раз с целительством. И это мои наработки, когда я там принимал человека, со временем не получалось, я вновь изменял с ним работу и там пробовал работать дистанционно, целый опыт, длиной в несколько десятков лет. В общем-то, неплохо у меня начало получаться, но мне совершенно не удавалось, как сказал в свое время Анатолий Кашпировский, не удавалось ни гипнотическим способом, ни еще каким-либо способом устранять определенные болезни. Это были болезни, допустим, болезни психических расстройств, когда у человека были там какие-либо проблемы. Допустим, была женщина, у нее ребенок, хороший ребенок, там в 20 лет ребенок сел возле компьютера, вставать не хочет, у него усталость, поел, поспал, лег, начали давать ему препараты, ребенок себя лучше не чувствует и так далее. Начал просматривать этого ребенка и начал замечать, что вокруг ребенка я вижу какие-то фигуры. Как начал замечать? Вот этому я буду обучать как раз на этом семинаре. Как построить то место, через которое мы можем видеть эти болезни. Как сделать так, чтобы вокруг человека что-либо заметить. Как сделать так, чтобы посмотреть внутрь человека. Как найти их наведенные, поставленные порчи и так далее. И вот в таком ребенке увидел с одной из сторон, конкретно у него с правой стороны, увидел определенных таких похожих на маленьких оленей с длинными носиками, наверное, астральных существ, которые прямо в печень втыкали ему носиками и сосали. Представляете? И сосали. И вот я видел, они постоянно, там прямо такое возле него пятно в этом пятне. И тут такой вопрос.
Как это убирать? То есть там, читая молитвы, это не уходит. Они просто отходят, ждут, когда ты прочитал молитву, подходят и втыкают. Убирать свечкой, на них это не действует. Влиять на них как-то там, на них не действует и так далее. И вот таких случаев было много. Там была женщина, и я ее начал просматривать, а у нее вместо женщины, когда ее начинаешь просматривать, большое, толстое, страшное существо. И у этой женщины навязчивые идеи, или там парень у меня был, у которого тоже тяжелые навязчивые идеи, когда я его начал просматривать, то начал видеть вместо лица бородавки. И я это все начал вначале классифицировать, то есть я начал классифицировать и общаться с этими, если можно их назвать демонами, общаться и спрашивать, как их зовут. Они начали представляться, начали говорить, там, меня зовут Экзолта, меня зовут там Малфас, меня зовут Эксудас, там, или еще как-либо. И вот произошла такая классификация, работая с такими людьми, у меня произошла классификация вот таких влияний, порчи из глазов, демонических влияний, простых. То есть я сейчас наверняка могу сказать, есть ли у человека в дальнейшем смерть. Потому что я вижу демона смерти и могу сказать, как его можно просмотреть. Жив человек или нет. Я могу объяснить, ждет ли человека суд и посадят его на 100%. Такое я часто вижу, кстати. Вот хожу по улице и вижу, что у человека вот очень тяжелое состояние. Вот сейчас одна из политикинь, которая есть в Украине, у меня с ней была встреча вот так в телефоне, и я ей прямо сказал во время этой встречи, я с ней работаю, и сказал, что вас ожидает судебное разбирательство, и вас, скорее всего, посадят. И она говорит, нет, ты что, кто же меня посадит, я же памятник. Я ей говорю, ну вот как-то у вас это идет, и это не снято, потому что для того, чтобы я это снял, необходима вот такая пачка денег. А она человек не очень с легкостью расстающийся с деньгами. Очень напрасно я бы снял, не посадили. Ну, может, услышит, потому что она мне смотрит, кстати. И вот такие нюансы, их очень много. И очень долгий путь был в начале начать это видеть. Второе, найти пути к тому, чтобы на это влиять. И третье, есть разные. Вот, допустим, там недавно обратился ребенок, отец ребенка на этом телефоне, на который записывают, там даже видео есть. Ребенок был нормальный, в больницу положили, после этого ребенок стал как бешеный, бегает, орет, волосы на себе вырывает, матерится, ругается. Это уже энергия такая сатаны, то есть она падает на человека сверху, влияет на него агрессивно и мешает ему. СНГ-66 поможет? Нет. Поможет, если есть прямое подключение, если я там даю подключение вот этого подключения в самом конце, если оно записано. Я хочу сказать, что вот это 66-е СНГ, я же его записал 2 или 3 года назад, или даже 4. 4 года держать Сангая для того, чтобы оно имело очень большую силу и держать постоянно вот этот дубль, который будет влиять на этих людей, очень сложно. Конечно же, это работает, если человек стойко и там 100% каждый день там на протяжении месяца или 2 читает вот эти коды. Но там среди этих кодов, они как бы все эти коды, они с какими-то могут работать, а с более высокими классами нет. То есть есть такие классы, там, допустим, как класс огненной энергии, которая падает сверху на человека. У человека бывает такое, что поставили на смерть человеку, и человек не может с этим справиться. А я это вижу, как вижу. От человека начинает вверх идти потоки огня, он как бы сгорает. Есть такой куклус называется, то есть смотришь на человека, а там в нем пирамидка, и там она светится такая, как будто тряпочка намотанная. И вот такими кодами избавиться нельзя. Но теми кодами можно избавиться там от Лилит, допустим. Это когда там женская энергия, женщина все время плачет, ничего не может с собой сделать, ее все время там всем не удовлетворена, всем расстроена, то вот этим СНГ-66 можно убрать. Но в принципе вот этот семинар порчи, современный подход, он очень офигенный. Можно ваш номер? Ситуация критическая, начинаю умирать, жизнь уходит от меня. Я ни при чем. Я ни при чем. Я общаюсь только с учениками школы.
Ну, я понимаю вас, вам, наверное, плохо. Ну, что ж вам сказать. Проходите ступень, а потом обращайтесь, и я буду смотреть, как жизнь уходит и там, что с вами происходит. Так, у меня нет задачи зарабатывать на людях деньги. Я помогаю ученикам школы. Вообще, по своей жизни я стараюсь идти путем все-таки бескорыстного альтруистического служения, чем принципиального зарабатывания денег. Творог и снылся 4 раза черт. Вот смотрите, в случае, если черт снится и у него рога острые, то это хороший сон. А если черт снится, и этот сон может говорить о том, что у вас могут быть проблемы с законом или обманом. А если черт с рогами закрученными, это нереально плохой сон. Это говорит о том, что близкий человек может иметь проблему с жизнью или может появиться очень тяжелое заболевание. Также это может быть наказание за ложь. Когда человек очень долго живет и врет, то ему могут сниться черт. Когда я болел очень сильно, то у меня был сон. Во время сна мне пришел черт, мы сели с ним возле колодца, и он сказал: ты умрешь. И говорит: но ты можешь выиграть для себя, и дальше сказал: сколько лет жизни, если сыграешь со мной в игру. Вот если ты выиграешь у меня даже 1 раз, то тогда я тебе дам вот это вот время. Если нет, я у него 3 раза выиграл. Он говорит: ну хорошо, теперь жить тебе 3 раза по столько. Ну, мне этого хватит, жизнь прекрасна. Представляете, как смешно. Также я там рассказывать буду. Это будет семинар, который называется «Порча. Современный подход». Он будет у нас проходить на моем сайте duyko.guru. Називається «22 січня. Порча. Негативний вплив. Як виявити та нейтралізувати» в 18:30. Для українців буде коштувати 4500 гривень, для неукраїнців в перерахунку на долари. Для людей, які живуть в інших країнах, можна купити, але з РФ і там Белоруссию я не працюю. Поэтому, сори, друзья, этот семинар для вас недоступен. Хотя я знаю, вы там в складчике все покупаете. Можно приобрести атрибутику для защиты семьи. Хочу тоже пройти семинар. Смотрите, если вы хотите пройти семинар, после вот этого всего напишите мне сообщение. Прямо напишите сообщение «Хочу семинар». Любое сообщение под данным стримом или вебинаром, или я не знаю, как его назвать, прямым эфиром. Напишите плюсик, поставьте там, но не сейчас, а после того, когда опубликуется и закончится. Поставьте плюсик, напишите «Хочу на семинар» или «Как записаться». И я поставлю автоматизацию, и автоматически будет приходить письмо, приглашение. Приглашаю вас пройти такой-то, такой-то семинар 23 числа. И вы по этой ссылке сможете пройти и приобрести его. Спасибо. Прибежище, поддержку. Сердце льдина. Пожалуйста, помогите растопить. Если в сердце льдина, то нужно растапливать так. Представлять, будто у вас в груди лампочка. А есть много методов. Самый простой метод — это метод хья. Если каждый день произносить хья-хья, то можно это все устранить. Вы знаете, куда писать. Льдинку нельзя растопить, если человек выпивает. Вот если вы выпиваете и ощущаете в сердце льдинку, невозможно растопить. Что происходит, когда человек выпивает? Когда человек выпивает, он как голый становится. У него появляется такая, вот эта энергия, которая нас защищает, астральная, она исчезает у человека. И человек становится как голый, как будто его одежды нет. И вот когда мы не выпиваем, то мы все ощущаем и ощущаем так. У нас есть барьер. И мы ощущаем, если у кого-то плохое настроение, мы как эмпаты не ощущаем или там чувствуем, но не очень сильно. Но когда человек выпивает, у него вот этот барьер защиты ментальной, он исчезает. Особенно это важно для тех людей, которые занимаются там эзотерическими практиками или которые занимаются там целительством. Им пить совершенно нельзя, потому что обнуление не происходит, но у них меняется структура энергетическая, и они потом пихают в себя очень много. У меня был когда-то друг,
очень знаменитый в мире целитель. Он действительно, вы его знаете, я просто не могу говорить фамилии. Он ныне покойный, написал просто десятки тысяч семинаров, которые посвящены были и чакрам, и йоге, и целительству. Сейчас его жена занимается. Я ему говорил: ты выпиваешь зря. Он говорит: я когда работаю с людьми, после этого я бухну, и мне утром нормально, я отключаюсь, и мне ничего не мучает. Я говорю: это мнимое состояние, потому что тебе будет плохо, и рано или поздно ты возьмешь и схватишь очень много. Вот ту порцию своим сердцем внутренним переработать не сможешь. И у него произошел инфаркт. У него произошел инфаркт, и его поставили ему стенд. Это в 45 лет ему было. А где-то через 2 или через 3 года у него произошел инсульт. И когда он лежал, у него нашли опухоль. И говорят: у вас опухоль в слепой кишке, как-то ее там на МРТ увидели, нужно оперировать. Он говорит: нет, я своими там чакрами, мантрами и всем остальным. Ко мне он обратился, я говорю: нет, я, к сожалению, глядя на тебя, вот с тем ужасом, который я вижу, помочь тебе не смогу. Но это несоизмеримо. Ну, ты решил выпивать и быть мусорным ведром и собирать, ну, похвала тебе, это альтруистичный подход. Так человек может набрать на себя очень много гадостей и после этого переродиться в следующей жизни для того, чтобы быть, ну, спасителем. Это путь Будды, помочь другим людям за счет того, что забираешь чужие болезни. Вот эти все состояния, там, справиться с тяжестью в душе и со всеми остальными моментами, я помогу вам на семинаре, который называется «Семинар современный подход современный подход к порчам». Там я объясню, почему появляется тяжесть в душе, почему нас что-то мучает. Это называется мара. И вот это состояние, оно вас омрачает. И я вас диагностирую, могу сказать: да, есть, но у вас к радости не мара, а альпака. То есть это другое состояние, и его очень несложно устранять. И приходите, я все расскажу и помогу устранить. Ну что ж, а там я, конечно же, не возражаю. Но одна из особенностей заключается в том, что люди хотят использовать, понимаете, а я не хочу, чтобы использовали. Если мне хочется, я сам уберу, и даже если вы не спрашиваете, но для этого надо мне понравиться. Я не делаю ничего, если мне человек не нравится, не делаю. А если человек не нравится, только за деньги. Когда он будет сейчас скажу, я же только що говорив, 22 січня порчі, негативний вплив, як виявити та нейтралізувати. Цей семінар відбудеться на сайті duyko.guru, його ціна 4500 гривень. Так що, будь ласка, після того, як закінчиться дана трансляція, прямий ефір, напишіть під даною трансляцією плюсик чи якесь повідомлення, і я вам напишу. Так вот, женщина видел женщину, и эта женщина, она все время жалуется и видит картины прямо такие. Она говорит, что на меня влияет там бывший мой, на меня отец, там жена отца, они хотят недвижимость забрать, видит там в дверях окна и видит еще что-то. И понимаю я это, что у нее развилась шизофрения и так далее. Начинаю ее проверять, как бы смотреть, какой из видов или типов вот этих подключений, порчи и влияний у нее есть. После чего вижу, что у нее подключение, которое называется Лилит. Это подключение в виде такой женщины, которая находится перед ней. И после чего провожу обряд вот с этим Лилит. Но надо знать, какие обряды проводить. Потому что ни свечой, ни яйцом, ни молитвой невозможно убрать. Невозможно. Когда ничего не хочется, да, когда ничего не хочется, это тоже может быть подключение. Это подключение называется подключение тени. Ее тоже нужно найти, ее тоже можно убрать. Когда тень появляется, человеку ничего не хочется. Это может быть подключение тени, и очень часто именно такая тень мешает человеку.
Их там много, этих подключений, и они имеют каждое свое название. Есть сатанические, которые попадают в человека, и человек на время становится как там сумасшедший. Есть подключение там экзолта, есть подключение эксудас, когда у человека жизнь уходит. Это когда на смерть поставили, и у человека это видно, как проявляется. Бывает подключение, когда человеку поставили на то, чтобы у него обязательно тюрьма была, и ему там было плохо. Почему я раньше не давал это? Дело в том, что я и сейчас не особо хотел давать, потому что мне для того, чтобы давать, нужно было как-то уйти от того, чтобы объяснить, как это можно поставить. Почему? Люди же мы иногда жестокие. И там человек из-за своей жестокости может сломать судьбу другому человеку. Там жила с подругой, после этого подруга начала бухать с другой подругой, на тебя там забила, после этого очень сильно начала психовать, я ей этой подруге сделаю. Вот сделаю ей сейчас ОМОНа, то есть поставлю ей на смерть. И после этого эта подруга начнет чахнуть, а потом как убрать? А там такая особенность, если ты сумел поставить, то убрать ты не сможешь. Убирать должен человек, который знает. А сам себе человек тоже не уберет. Если это все есть, это все есть, и это, знаете, если бы наша медицина могла бы это все лечить, то не было бы людей, которые этим страдают. А так как, если бы наша религия могла это лечить, то не было бы это касаться детей. Конечно, есть привороты, когда там мальчик и девочка начали друг с другом жить, и у мальчика, допустим, есть приворот такой, там ламия называется, или девочки есть приворот, тоже лилит, и эти привороты, они там определенным образом находятся. Если ламия, то у человека появляется, сколько бы там мальчик не спал с девочкой, удовлетворения не происходит. То есть все время будет чем-то недоволен. Точно так же у девочки. С каким бы мужчиной ни начала жить, что бы ни происходило, будет спать и переспала, там, да, все нравится, все хорошо, ощущение любви, радости, счастья от этого никакого. И это, как ни странно, передается еще и часто по линиям. То есть это может идти по женской линии, когда там все мужчины, которые живут с такими женщинами, они могут никогда не получать счастья и удовольствия от того, что живут женщины в постели. То есть то же самое, тоже все анатомия та же, и там все хорошо, и женщина прекрасная, и все остальное. Вот с любыми другими спит, все хорошо, радостно, счастливые, ощущения наслаждения, удовлетворения. Со своей спит, никакого ни ощущения, ни удовлетворения, ничего. Все, у него проклятие. Или другие проклятия есть такие, когда у человека, допустим, ничего не может сделать, в свое время там хотела жить с мужчиной, очень сильно хотела, и сглупила, и сделала там приворот и еще что-то. Вот он потом проявляется возле такой женщины, и такой приворот заставляет ее сходить с ума. Она рано или поздно сойдет с ума. То есть у нее это проявляется в виде определенной энергии, которая перед ней находится. Она, эта энергия, закрывает ей пространство и очень влияет на галлюцинации такой женщины. Правда. Если убрать, то ощущение и такое облегчение происходит мгновенно. То есть в чем особенность? Те, кто пройдут и начнут этим пользоваться, вы будете видеть, как вы помогаете, и это происходит ярко. Но, к сожалению, я поставлю такую программу на данный семинар, что человек, который у меня купил данный семинар, с ним это будет работать. А если он кому-либо об этом расскажет, то с ним это работать не будет и навредит ему. Я умею это делать. Ну и плюс ко всему, у меня получилось научиться очень хорошо ставить все вот эти гадости. То есть я могу не только снять, но я могу еще и поставить. Это большое, наверное, одновременно и счастье, и несчастье, потому что со временем пришлось просто искать понимание, что же делать с вот этим всем роем просто безумных сущностей, и там, что это такое, и это, конечно, открыло новое восприятие мира в том числе. Мне это чисто как техническая сторона.
А мне, как эзотерику, который идет по этому пути, который вот пытается исследовать это все, записывать, ну, мне это интересно, потому что я в дальнейшем напишу книги с этим связанные, объясню, что я вижу, как это работает. Придет время, знаете, сейчас люди говорят аферизм, шарлатанство, полная чепуха, ересь. А в дальнейшем, возможно, знаете, сейчас уже очень много открытий, там паранормальные миры, квантовая, квантовый микромир, там параллельные реальности. Возможно, когда это все будет со временем распаковано, то обратят внимание на таких людей и скажут: да, видите, вот их, их методы, они хоть и были пионерские, может быть, где-то и наивные, но они имеют место. Как этот семинар на семью тоже будет действовать? Это будет действовать в случае, если не вы будете обучать ваших детей и мужа, а если они посмотрят. То есть вы покупаете на семью и даете всем смотреть. А вот если, допустим, вы посмотрели, а потом кому-либо говорите: я тебя научу, и даже бесплатно говорите: представь вот это, скажи вот это, уберется вот так-то, то нет. Тогда очень болезненно, потому что таким образом будет то, о чем рассказали, прикручено к вам, и после этого не избавитесь вообще никогда. Даже потом ко мне не обращайтесь. Я просто потом не могу быть добрым человеком. Чем белее белое, тем темнее черное на белом, правильно? Видели инь и ян? Напишите, кто из какой страны. Кто вообще из какой страны меня смотрит? Я посмотрю, если 60% украинцев, то я перейду на украинский язык. Перейду на українську мову. Итак, быстрые. Мы только семьей смотрим, боюсь кому-то давать. Это правильно. Итак, быстрые ответы на вопросы. Украина, Одесса. Я знаю, что если нет смайлов, то это из России. Вы можете даже не писать, это и так понятно. Украинское место Луцьк. Супер, супер. У Франції Херсон. Житомир. Слухайте. Россия. Когда покупаешь, нужно указать, что на семью. Нет, не нужно указать. Казахстан. Испания, Барселона, Украина. Вау. Узбекистан. Вот если бы не было Узбекистана и Казахстана, я бы читал на украинском. Можно ли помогать со здоровьем лошадям, применяя знания? Да. Україна, Тернопіль. Ой, друже, не кидай на піл-попіл, поїхали з тобою, файне місто Тернопіль. Bardzo прошу. Луцьк, Германия. Алена, здрасте. Боже, как много людей, которых я знаю. Это очень приятно. И такие вот нюансы, их много было в моей жизни. Были, вот, знаете, были дети такие. Один из таких случаев был, вот очень часто такое бывает, когда ночью ребенок проспал, или там в больницу попал, или вирус был, или еще что, а потом у ребенка непреодолимая агрессия. То есть она на него нападает, и она прямо его мучает, его взрывает, он там психует, и там в нем как что-то возгорает. Правильно, это в нем возгорает определенная энергия, она называется сатанистская. Да. И я объясню, как она проявляется, откуда она берется, каким образом она проявляется, и что самое интересное необходимо делать. И тут такой ответ. Если человек не знает ключа, то есть если вот ребенок психует, то хоть вы молитву читайте, к батюшке ходите,
Хоть вы, я не знаю, там, что хотите делайте, какими угодно препаратами лечите ребенка, воздействия никакого не будет. Я объясню, почему этого воздействия не будет. Потому что мы не можем повоздействовать на эту энергию, потому что она находится вне такого ребенка. И нужно создавать определенный отпор, создавая определенную даже ментальную или астральную программу. Но не каждый может. И тут я вначале буду объяснять, как научиться просматривать, как научиться воздействовать, какие необходимы навыки для того, чтобы это воздействие происходило, а было непридуманным. Как это быстро происходит и насколько быстро можно увидеть эффект. Это уникально. Один из самых уникальных я решил именно в начале этого года, 22 января, провести этот семинар, который называется «Порча и негативное влияние. Как выявить и нейтрализовать». И я его проведу. Я буду рассказывать о том, чем мы убираем порчи, как в себе использовать эти силы. И это не молитвы, не яйца, не иглы. Поверьте мне, это очень просто. Если бы это было просто, не было бы психических заболеваний. Я объясню, с какими энергиями человек работает, как он может развить у себя, воздействовать на это, на что мы воздействуем, как мы диагностируем, каким образом мы это диагностируем, и объясню, какие бывают воздействия. Объясню, как происходит воздействие, допустим, там у человека поставлено насмерть, как это в нем проявляется, как ему ставили насмерть. Или когда у человека там проявляется там бездумный стал, такое тоже бывает, там жил-жил и стал бездумный, как олень, знаете. И ребенок учился, все, нет сил, упал и перед телевизором висит. Вообще потом их начинают лечить, начинают им давать там, ставить им диагнозы, лечить их серотонин и там кучу всего. А в целом, на самом деле, это у него вот такая проблема. Но когда ко мне обращаются, я делаю вот так, то за один день проходит. И потом пишет, как вы это делаете, Андрей, как вы это делаете? Почему? Лечили годами, а прошло за один день. Ну такая особенность, я просто не хочу, мне лень. Да, но надо же быть, как говорит мой знакомый христианином. А там почему не работают христианские молитвы? Они работают с теми энергиями, когда есть внедрение в человека. Когда есть внедрение в человека, то может работать. Есть такие, допустим, есть тени, это когда в человеке что-то разговаривает. Вот можно читать молитвы и вычитать, чтобы в нем ничего не разговаривало. А есть такие, когда человек бесится, то есть он там вспыхнул, бесится, метается, вот на него воздействовать нельзя. Воздействовать можно, когда у человека, допустим, там навязчивая идея, там, она можно почитать, отчитать, его отпускает на какое-то время. Но там в нем, на человеке, вновь начинает расти, как грибы, это все появляется, у него вновь начинается, как говорит моя мама, захер, мазох. И они там, все эти бесы, они называются по-разному. Дезолта, Малфас, Эксудас, Азазел. И там их целая куча. Амон, Ламия или Ламия, Шукулак. Почему человек, если, допустим, просто человек поправляется, у него инсулинорезистентность. А бывает, что это бес, представляете, бес ожирения. Вот я могу другому человеку поставить беса ожирения. У меня была история такая. Одна женщина очень-очень нахамила. Я ей говорю, очень нахамила, незаслуженно, и там еще и сделала гадость. Я говорю ей вот так, гляжу на нее и говорю, а вы же хотите похудеть? Она говорит, я хочу поправиться. Я говорю, ну вот с этого момента так поправися, ни один врач тебе не поможет. Так вот, где-то 2 года подряд она лечит ожирение. Уже килограмм 200. Никто не поможет ей вообще. Ни одна святая душа. До момента, пока она не сотрет свой эгоизм и не придет ко мне и скажет, прости меня, Дуйкашечка. Вот тогда я щелкну пальцем. До этого момента никто не поможет. Почему? Потому что для того, чтобы помочь, нужно знать, нужно видеть и нужно владеть этой темой. Может, пройдет сейчас. Как могут ставить? Ой, слушайте, так много всего есть.
ментально могут ставить. Человека после алкоголя можно его там послать. Человека можно провести обряд. Берут воду там какую-то, животных убивают. Там рисуют человека, делают лицо там на кукле, там тут кучу всего. Столько есть обрядов вообще. Делают там, обмыли покойника, дали воду попить. Человек съел, после этого взял с тарелки, сушат там над огнем, чтобы он засох. Там одежду взяли ребенка, одели на другого ребенка. И там положили, закрыли чем-то, сказали, там болезнь такая-то, такая-то, сделали перекид. Вообще столько всего есть, вы даже не представляете. Этого так много. И большое счастье. А очень приятно. У меня Новый год был в этом году, а перед Новым годом, я знаю, кто это сделал, принесли и поставили фигуру во Львове перед магазином. Какая была задача? Сделать так, чтобы только голодранцы приходили. Поэтому, ну, что я сделал? Я сделал так, чтобы эти люди не смогли нормально себя чувствовать. И у них начался тотальный переворот жизни. То есть до того момента, пока эта фигура будет у меня, у них счастья в жизни не будет. Я их буду ежедневно, ежечасно, ежесекундно, даже через каждые полсекунды мучить, особенно в определенные дни. И вот у всех людей хорошо, у них вечно плохое настроение. У всех детей запор, а у их детей будет диарея. У всех детей хорошо учатся, у всех мужья хорошие, у них вечно там то разбился, то бухает, то глаза болят, то еще что. Вот до того момента, пока эта фигура у меня. Как помочь? Вообще никак. То есть пока фигуру не заберут у меня, не знаю, как они это будут делать, то я буду делать. А мне удобно, потому что я использую это всегда в своих корыстных и, конечно же, плохих целях. Это хорошо. А у меня школа большая, насыпать могу много. Я обычно не обижаю людей. Там женщина писала во время трансляции: ты там сволочь и так далее, там, чтоб ты там сдох, замерз и так далее. Я говорю: давай иди, иначе так налью, что прорвет со всех дыр. Так вот, прорвало со всех дыр, я вам обещаю. То есть я знаю на 100%, то есть 2-3 дня там срала и рыгала. Я сам знаю, как правильно людей и что нужно делать с людьми, слушайте. Есть более высокие такие духи, такие уже там Мара, там с ней очень сложно работать. Архонты — это там уже, когда человека прям отрывает от мира. Девочка была такая, у нее было на фоне использования наркотических препаратов, у нее было влияние вот такого архонта. Она ко мне обратилась и вообще ничего не может, вечно настроения нет, ничего не получается. Ее мама: я ее привезу, помогите. Я говорю: у нее влияние архонта, это такая энергия, и нужно это все устранять. То есть до момента, иначе она погибнет. То есть у человека происходит прямо такая шизофрения с проявлением того, что человек садится, складывает ручки, ничего не хочет делать. То есть у него сил нет, он потом такая, это как простая шизофрения, она переходит в деменцию. И никакие таблетки не помогают, то есть таблетки то на время, а беса этот он овладел. Если его устранить, опять-таки, никакие ни заклинания, ни мантры, ни коды, ничего это не помогает до момента, пока ты не видишь и не знаешь ключ. Знаешь ключ, берешь это, делаешь, это все отпускает. Это тайна. Поэтому ее вот так прилюдно, ее прилюдно они не заявляют. Потому что есть целое количество, большое количество людей, которые служат темным силам, целью которых является сделать так, чтобы как можно больше людей омрачалось этим. А есть люди, которые могут в этом помогать. И если те, которые служат омрачению, они берут за то, чтобы кого-то научить омрачению деньги, то я не могу для того, чтобы снимать омрачение, делать бесплатно. Потому что меня за это накажут. Вот. Там есть и более сложные методы такие. Там вот я буду рассказывать там о лимфаре, об Асмодее, о тени. Тень — это очень круто. Тень — это когда в человеке постоянно там в голове кто-то там бурчит, ворчит, ворнякает.
там расскажу, что такое проявление серного человека в человеке, ртутного человека. И даже там, если успею, духа заблуждения, демона плоти, там трістіття – это демон печалі. Чи допомагає символ захисту з вашої книги від цих сутностей? Ні, не допомагає. Якщо якась людина вже собі як це може відбуватися? Людина там каже, ось мені так Наталка нравиться, подобається, о, я її так хочу, і так мені вона подобається. І після цього така людина займається онанізмом і думає за цю дівчину, чи там ворує волоски, чи там сперму в печення, там потім дає, чи якийсь обряд, знаєте, там я тобі, ти мені засохнеш, там, чи там ще щось. То від цього тієї людини, яка це робить, перед нею починає з'являтися енергія. І ця енергія – це як продати душу магії. І перед цією людиною з'являється ось така фігня. І вона потім людину може робити дурною. І це не дуже гарно. Итак, быстрые ответы на вопросы, будем заканчивать. Почему после 40 люди уходят даже из нормальных семей? Потому что исчезает иллюзия «еще успеем». В 20 отношения строятся на эмоциях, в 30 на детях и привычках. А после 40 человек впервые честно спрашивает себя, мне тепло рядом или я просто существую? Когда нет уважения, разговоров, живого внимания, пустота начинает разъедать все внутри, люди уходят не от семьи, они уходят от пустоты. Як зрозуміти, коли треба з людини гроші взяти, а коли просто хочеться допомогти, бо гарна людина? Смотрите, вся жизнь связана с тем, что каждый человек получает за то, что он либо много якал, либо много хвастался, либо почему? В буддизме говорят, что это омрачение, да и в христианстве, из-за эгоизма. Эгоизм является основой всего. То есть человек либо не живет своей жизнью, там, придумывает свою жизнь, придумывает своих родителей, и там либо хвастается очень сильно, либо якает, либо там говорит о том, что он там несчастный. Ну и тем самым он делает все для того, чтобы у него это появилось. И каждая болезнь в этом случае может являться наказанием и связана с тем, чтобы у человека поменялось, как ни странно, мировоззрение. И мы, когда начинаем влиять, то мы меняем мировоззрение человеку. Да. Слухайте, Що? там, а у вас тепленько. Тепленько, бо двері закриті. Тепленько, вообще хорошо. На ваш телефон вона все-таки написала. Якби ви мені не сказали, хай пише на мій телефон, то я б і не казала. Так це на вашому телефоні. Так, мій зараз запись іде. Моє Та прохання. ні, вона ж вам написала ситуацію. Добре. На вашому. Добре. А це куди ось? Це вона мені написала. А на вашем, вот на этот номер, с этого номера вам пришло от нее сообщение. Вайбер, там. Добре, я подивлюсь. Ой, как тут тепленько. Надо, може, когось сюди постелити, щоб спав. Надо завтра начать тот котел. Да. То Соні треба сказати, щоб визвала людей. А вона сама не знає откуда. Віталік. Це у цього, мабуть, було. Віталіка Сарн. Сарн Віталік, йому потрібно зателефонувати і там з ним. Я сьогодні не відповідаю на питання, вибачте. Друзі, вибачте, сьогодні не відповідаю на питання, чим займатися там, де і як, і там, що. Сьогодні в мене семінар, де я розповідаю, які зараз будуть семінари. І один з цих семінарів – це «Порча. Современний підход», семінар, який буде 22 січня, «Порча. Негативний вплив. Як виявити та нейтралізувати». Буде він 18:30, і сьогодні я за це розповідав. Тобто ви можете перейти сьогодні, і коли закінчиться ця трансляція, написати мені любе повідомлення під цим семінаром, а я зроблю автоматичну розсилочку, яка буде допомагати вам. І прийде
запрошення прямо перейти до семінару. Ось так. Вибачте, це в мене сімейні тут моменти. Так, що я там казав? Вже не пам'ятаю. Склероз. Нет ничего более плохого для человека, чем фразы, где он говорит такие слова. «Я никому не нужна». Все, будет незамужней. Не все так просто. Дело в том, что вообще не произносите «благодарю». Это слова плохие. Цей семінар в записі буде працювати. Так. І я хочу, щоб ви знали, що це не тільки семінар, де я не буду працювати з людьми, може трошки. Але там я розповім, як з цим працювати. Бо після семінару, якщо ви захочете, я скажу, коли я буду з ним закритим вебінаром таким, проведу ще й обряди, де я це все зможу прибрати. Але сам цей семінар, він інформаційний. На цьому семінарі я інформаційно поділюсь тим, як можна продивлятися людину, як і чим можна впливати на таку людину, які є методи, які це діагностують і допомагають, і це дуже ярко. Прохожу Садхану, ощущение великолепной. Садхана – один из самых лучших семинаров, которые вообще существуют. Это прямо нереальные. Нет, забрала. Поэтому, когда люди часто говорят «благодарю», не все так просто, кому я нужна или ты никому не нужна. Дело в том, что то это блокировки, это все блокировки. Почему? Слово «почему» очень блокирует. Очень блокирует у человека возможности. Человек, который говорит постоянно «почему», у него в жизни будет плохо. Просто знайте это. Также нельзя очень часто говорить «я». Если вы часто... Кстати, вы, когда обижаетесь и плачете, то начинаете страдать. Так вот, это лучшее время, когда человек обижается и плачет, для того, чтобы сказать манифест. Приходите на мой семинар, я скажу, что это такое, и как в это время, и почему в это время можно очень тотально изменять свою судьбу. Езотерика управляє міром. Доброго ранку. Да ладно, як це ранку? Вже вечір. В нас же 17:41. Це ж вечір. Ну, кому як? Може в Америці десь. Дякую гарним людям. Гарного вечора. Поэтому запомните фраза «Не все так просто» разрушила больше жизней, чем ошибки людей. Эта фраза не про реальность, она про страх, сомнения, отказ от действия. Ее повторяют, когда не хотят брать ответственность, но оправдание в другом. Большинство вещей становятся сложными только в голове человека. Поэтому сложная жизнь делают те, кто давно сдался. А для тех, кто является борцом и стремится, для них жизнь не может иметь слова, не все так просто. Все просто. В жизни все просто. И невозможное возможно, если есть вера. Невозможное возможно, если верить в чудеса. А кто меня смотрит в YouTube? Скажите, кто меня смотрит в YouTube? Есть здесь, кто меня смотрит в YouTube? А почему? Вот у меня вопрос такой. Если вы не смотрите меня в YouTube, то почему не смотрите меня в YouTube? Сложно найти, может быть. Ведь это несложно перейти в YouTube и смотреть меня. Там больше 3000 семинаров всевозможных выложил, вебинаров, трансляций, коротких видео, длинных, так много всего. Почему не смотреть меня в YouTube? Это ж Инстаграм, здесь короткие фразы, нет большого формата такого, поэтому... Что ж, давайте еще раз. 22 января
я проведу семинар, который называется «Порча. Негативное влияние. Как выявить и нейтрализовать их». Для жителей. Он пройдет в 18:30, и он будет стоить для Украины 4500 гривен, а для других это 4500 сколько долларов? 4500 делить на 42, 100, 108, 110 долларов. Дорогой, но сильный. Для тех, кто занимается работой с другими людьми, для тех, кто занимается Таро, допустим, для тех, кому необходимы дополнительные ресурсы для того, чтобы понять, что с человеком не так, для тех, у кого есть психические больные друзья, психические болезни свои, психические болезни у близких, для того, чтобы идентифицировать, какие будут ответы. 100% будете понимать, что делать, если женщина не может выйти замуж и у нее там проблемы с психикой. Мужчина не может выйти замуж и там жениться, почему у него проблемы с психикой, какие бывают проблемы с психикой, как их с позиции демонологии идентифицировать, какие бывают порчи, как их там подсовывают, подливают, и там, как их, и нужно ли это идентифицировать, как построить канал, через который это все можно видеть, как мы это все просматриваем, какие бывают виды и какие бывают инструменты. Об этом всем расскажу. Очень интересно. Закрытая информация. Ничего из того, что я скажу, ни одного слова вы не найдете никогда нигде в интернете. Ну, конечно, до момента, пока я не проведу этот семинар. Потому что вся информация абсолютно и на 100% авторская, связана с огромным количеством опыта работы с другими людьми на протяжении очень долгого времени. Поэтому смело приходите, будете приятно не просто удивлены, а даже шокированы. Всем желаю счастья, приятного вечера, до свидания. А еще обязательно напишите под данным видео. Под данным видео вы можете написать слово любое. Это когда я закончу сейчас видео, оно опубликуется. Под ним можете написать «хочу», «как прийти» или просто плюсик поставить, смайлик. Я сейчас настрою этот вебинар на то, чтобы всем людям, которые напишут мне сообщение под данным вебинаром после его окончания, пришло приглашение на данный семинар. Поэтому вы получите письмо, оно будет где-то так выглядеть. Приглашаю вас на семинар 22 января, порчи, негативное влияние, и внизу будет написано «Перейти», ссылка. Поэтому жду вас, приходите, будете очень удивлены. Всем желаю счастья.